Раньше Kfz-versicherung стоила 1000 евро, на сегодняшний день 2000 евро стоит. Aber они официально, конечно, они анализируют эти все контоуслуги. Люди заключили через Check24, то есть выбрали самую оптимальную страховку. Сейчас эта страховка не платит, они начинают наезжать на Check24, а Check24 это просто ферметер. На свою машину еще 30% скидку получаешь, и это многие не знают. А мы вас подготавливаем так, чтобы ваше финансирование продавать банкам, чтобы банки за вас боролись. Мы сегодня нашли как минимум 1000 евро в семье дополнительных свободных денег. Ну, оптимизация страховок, я тоже всегда к этому серьезно подхожу. Почему? Потому что то есть, здесь важно не только сделать подешевле, а здесь важно также сделать такие страховки, чтобы если действительно что-то случится серьезное, чтобы люди тогда не сидели у разбитого корыта, потому что почему-то до сих пор еще люди думают, возьмем, допустим, сейчас вот ChatGPT есть, а раньше, вот, допустим, в страховках это всегда был Check24. И вот этот Check24, то есть люди там сравнивали, как правило, только цены. Очень-очень редко сравнивали с Leistungen, то есть особенно когда есть моя недвижимость, своя недвижимость или недвижимость, которую я сдаю, то есть вот этот Wohngebäudeversicherung, мы про это тоже уже говорили, это umlagefähige Kosten, то есть где я могу это все на митеров перекладывать. То есть поэтому важно... Я до сих пор... Важно, да, но если что-то случится, плачу я всегда сам, то есть я не могу на это на митеров перекладывать, что там труба прорвала, да, то есть или что-то там вроде, да, то есть, Wohngebäudeversicherung я могу. И второй момент, то, что, как я уже сказал, про страховки, то есть важно еще раз не дешевые делать. И, к примеру, Check24, то есть я только вчера про это читал, Check24, он еще говорил, что они Baufinanzierung делают супер günstig. То есть вчера я прочитал, что Check24 Baufinanzierungsabteilung eingestellt. То есть они полностью закрыли Baufinanzierungsabteilung. То есть Check24 больше это не делает. Интересный факт. Я просто к чему это говорю? К тому, что и сейчас все больше и больше klagen, что люди заключили через Check24, то есть выбрали самую оптимальную страховку. Сейчас эта страховка не платит, они начинают наезжать на Check24, а Check24 это просто ферметер. То есть поэтому здесь я еще раз говорю, что важно иметь специалистов, то есть которые профессионалы своего дела и которые, то есть не только заключат или посоветуют что-то заключить, а потом, если вдруг что-то произойдет, чтобы мы могли им помочь. Я хочу тебе сказать, что это не обязательно дороже. У меня раньше была самая дорогая страховка, но оказалось, что я сама специалист в этой области, но для себя всегда не хватает времени. Мы вчера только считали одну Kfz-versicherung, то есть... Извини, пожалуйста, да. Я хочу просто подвести к тому, ты тоже часто говоришь, не надо дешево брать, но очень часто у людей наоборот тенденция, что они заключают дорогие, потому что я очень зихахайцориентирт, и многие люди зихахайцориентирт, и они через какие-то порталы, без разницы, тот портал, который ты назвал или другой, заключают достаточно дорогие страховки. Но опять то, как там это сформулировано, люди не понимают, что они из-за того, что эти Gesellschaften какие-то ненадежные или маленькие. Простой пример. Мы вчера считали Kfz-versicherung, то есть очень дорогая машина, BMW, то есть прям супер-супер машина. Директ-versicherung, Sparkassen-Директ-versicherung, я даже не знал, что такая страховка есть, Sparkassen-Директ-versicherung. То есть люди заключили это директ, никогда никого не видели, ни с кем никогда не общались, заключили самый-самый-самый дорогой тариф, то есть платят почти 3000. То есть мы вчера просчитали тариф, который намного лучше у нас, то есть платят 2000, то есть 1000 евро экономия, то есть в бюджет, то, что касается сейчас бюджета, допустим, для следующих квартир, то есть вот, пожалуйста, 100 евро, который бюджет освобождается на... А банк учитывает это как плюс или нет? Конечно. То есть банки, то есть важный момент, что почему банки сейчас требуют контоуслуги? Почему? Но я никогда не сталкивалась из своей практики, чтобы банк именно написал и сказал, а почему у вашего клиента такая дорогая страховка на машину? В моей практике этого не было. Они в бюджете просто вот эти, почему подняли, раньше было 100 евро, потом 200 евро, сейчас они 250, даже некоторые 300 уже хотят за каждую машину. Почему? Да, потому что раньше Kfz-versicherung стоила 1000 евро, на сегодняшний день 2000 евро стоит. То есть и поэтому, то есть если они смотрят, вы указали одну машину, а там, допустим, стоит 2 машины, то есть поэтому важно их тоже оптимировать, то есть потому что я всегда говорю, что просто деньги выкидывать, то есть не надо, то есть нужно делать хорошие, нужные, то есть или подходящие страховки, да, то есть, но переплачивать, то есть выкидывать деньги это не нужно. Почему? Потому что если у меня мой бонитет плохой, что значит бонитет, моя платежеспособность плохая, то есть я много за страховки плачу, много за кредиты плачу, много за все остальное плачу, то тогда, соответственно, банк мне дает, к примеру, там не 3,5% процентную ставку, а 4,5% ставку. Согласна. И тогда я еще 200-250 евро каждый месяц за кредит должен больше платить. Ну и плюс, возможно, официально. Поэтому я не говорил, поэтому перед тем, как мы в банк отправляем документы, я всем рекомендую настоятельно, посоветуйтесь со специалистом,
проанализируйте все свои договора, то есть посмотрите, что у вас есть, посмотрите, чего у вас нету, то есть и это важно оптимировать еще до того, когда мы отправляем документы в банк. То есть официально, скажем так, банк берет паушаль, разные банки берут паушаль, раньше это было 200 евро, сейчас от 300, я с тобой согласна, да, в среднем даже 250 и 300, и 350, и плюс они еще подняли Haushaltsberechnung, то есть они говорят, если двое взрослых, раньше была достаточно сумму X, и если они смотрят, сколько ты зарабатываешь, естественно, что ты больше тратишь, да, допустим, особенно шпаркассен, вот красненькие, да, все наши шпаркассен, у них прям такая лесенка, и это, скажем так, если вот ответить на этот вопрос, смотрит ли банк, сколько ты платишь за страховку, официально, наверное, нет, потому что они смотрят паушаль, сколько ты зарабатываешь, и паушаль берут, а неофициально, конечно, они анализируют эти все контур-услуги и видят, если клиент... Ну и плюс для моего бюджета это важно. Окей, для банка мы поняли, что это больше паушаль, а для себя это очень важно. Тем более, если это квартира инвестиционная, то те затраты, которые мы платим за страховку, мы можем списать. Но если мы возьмем плохую страховую компанию и нам не починят дом полностью по какой-то причине, из-за того, что страховая компания не настолько хороша, то все затраты, которые мы там потратим, мы не можем их вернуть, да? Мы не можем их переложить на жильца. Да, мы когда-то их спишем со своего налога, но тем не менее это большие суммы. Здесь первое, что я хочу всегда говорить, или всегда говорю, смотрите всегда на имя. Если вам имя не знакомо, то есть если вы заключаете какую-то страховку, вот имя этой компании вам не знакомо, то у вас должны уже сразу немножко такие лампочки загораться, потому что это значит, что компания, судя по всему, через год, через 2, через 3 поменяется имя. Конкретный пример сейчас у меня у клиентки в феврале этого года, то есть произошел Wasserschadden. То есть вот мы с февраля пытаемся этот Wasserschadden отреновировать. То есть что интересно, сейчас в июне приходят письма с какой-то непонятной страховки, они говорят, что мы этот Schaden сейчас перенимаем. Почему? Потому что мы компанию переняли. Я туда это перезвонил и говорю, а как так? Они, нет, вы не переживайте, просто единственное, что мы сейчас должны это как бы заново все делать. То есть 4 месяца мы ждали, то есть вроде уже все там посмотрели, сейчас должны ремонтировать. Сейчас проходит 4 месяца, то есть эта компания сейчас... Для чего это делается? Для того, что я еще раз говорю, что вот эти маленькие компании, то есть они заманивают так называемых маклеров, которые говорят, я там самую лучшую тебе страховку могу сделать, они заманивают, что они платят больше провизион, то есть и вот эти маклера делают не нормальные фирмы, то есть которые известные, да, то есть, а делают какие-то там непонятно какие фирмы, которые опять же потом там через полгода, через год их нету, и для клиента это, я еще раз говорю, что, и причем он платит недешево, он платит довольно-таки дорого, то есть, но ляйстунгов 0, то есть дозвониться невозможно, имейл напишешь, ответят через неделю, то есть потом какой-то там термин согласовать с хандверкером, то есть это еще там месяц длится, то есть поэтому здесь я еще раз говорю, что всем советую, как только вы заключаете какой-то договор, и вы видите, что название компании вам неизвестно, потому что если какая-то неизвестная компания, значит лучше там не заключать, потому что это значит процент вероятности того, что этой компании скоро не будет, то есть очень большой. Что же сегодня лучше, платить аренду или купить себе? На этот вопрос можно ответить таким образом, что если я сегодня плачу супер большую аренду, можно просчитать на данный момент рыночной ситуации, хороший, достойный объект, в котором бы я мог достойно жить, и буду платить, по крайней мере, не больше, чем я плачу за свою аренду. Да? И просчитать это в будущее таким образом, что, по крайней мере, у меня аренда не будет повышаться, да, мои кредитные затраты. А чтобы обезопасить себя от других вопросов, да, если у меня там произойдет Schaden, если в доме что-то будет, для этого, естественно, можно также оптимировать, это парадокс, но можно оптимировать, даже благодаря тому, что ты пакетом оптимируешь свои страховки, где ты учитываешь все, то ты как минимум на свою машину еще 30% скидку получаешь, и это многие не знают, да, когда ты делаешь в больших компаниях пакетом. 20% на все страховки, то есть и 30% еще экстра на машину. Поэтому, когда ты говоришь «дорого», это недорого. Это если человек берет что-то одно. Даже наших кошечек, собачек. Когда мы покупаем свои дома, и у нас там 2 собачки, которые бегают, это тоже отдельная тема. И не подумав о том, что собачку можно, ну, скажем так, практически бесплатно в свою Haftpflichtversicherung нести. Вот мы делали семье оптимизацию, 8,50 с собачкой вместе, 3 члена семьи, собачка. И если эта собачка укусила соседку, и соседка подала в суд, извините меня, это дырка в бюджете. Это не только «делай мне нервы», это дырка в бюджете. А в Гамбурге, поправь меня, если не права, сейчас был принят в апреле или в марте закон, что Haftpflichtversicherung пфлих для собачек и кошечек.
Для собачек он уже был, то есть и для кошечек сейчас тоже вводят, И потому вопрос... что кошечки, наверное, тоже кусаются. Кусаются. Да. У нас был случай, где девочку, ее же кошка, к сожалению, покусала, девочка долго лежала в больнице, но это тоже... Это, да. Ну да, воспаление может быть и все. Да, но наша тема была планирование. И иногда кажется, ну какое имеет отношение планирование моих там собачечек, кошечек, страховок, планирование моих страховок на дом, если это не имеет большого значения для финансирования, или планирование даже моей страховки на машину или на здоровье, но это все в комплексе играет огромную роль. Мы сегодня нашли как минимум 1000 евро в семье дополнительных свободных денег, где семья получила эти свободные деньги, но при этом в месяц, да, ну там даже больше вышло, но при этом они получили еще намного больше хорошего, что защищает их семью от многих будущих непредвиденных расходов. Да. И это очень важно. Здесь я всегда говорю, что нашим клиентам, что не мы продаем вам какой-то финансирование или какой-то пауфинансирование или какое-то финансирование, а мы вас подготавливаем так, чтобы ваше финансирование продавать банкам, чтобы банки за вас боролись, чтобы мы получили оптимальные проценты. Это первое. Второе, чтобы у вас действительно бюджет был оптимальный, чтобы вы экономили, может быть, на страховках, экономили на налогах, то есть и, соответственно, экономили на аренде. Эту тему, я думаю, мы в ближайшее время еще разберем, но, тем не менее, можете записываться на консультацию, потому что в тех семьях, где супруг или супруга хопфердина, а второй мало зарабатывает, можно получать большие дотации за ключи в этом году, и это тоже повышает семейный бюджет.